Всем добрый день, игра Рим Total War, фракция Юлии, первый ход. Будем брать город Рим, приобщать к нашей фракции. И если получится, это сделаем за несколько ходов. За 3-5 лет или за 6-10 ходов. В зависимости от ситуации в финале. Первый ход. Город Сегеста взят. В городе ничего нет. Надо строить дом наместника, но мы не будем делать этого. Итак, нам нужно захватить Рим. Для захвата Рима нужна война с фракцией Сенат. Мы войну объявить не можем, фракции Сенат, мы союзники с ними. Нужно, чтобы Сенат объявил нам войну. И тогда мы будем воевать с Сенатом и захватим Рим. Для этого есть способ, как спровоцировать войну. Я о нем рассказывал, расскажу заново, покажу. И главное, покажу, как это сделать быстро. Я максимально сократил количество ходов. Итог, я надеюсь, будет хороший. Фракция Юлии находится рядом с городом Рим, и Рим хорошо поможет фракции Юлии на первых ходах, на первых этапах игры. Что мы для этого делаем? Идем на переговоры дипломата. Предлагаем Сенату наш город Сегесту. Так просто не возьмут. Надо доплатить. Доплатить много, я проверял. Почти все. Конечно, это больно наблюдать, может быть, будет, но так надо, как в шахматах пожертвовать мелкую фигуру, чтобы получить большую. Итак, они взяли наш город Сегесту, фракция Сената. И пусть они теперь с ней нянчатся. А мы пойдем пока повоюем с галлами. Нам нужны города Патавии, Медиолании для развития, для экономики. Деньги нам потребуются. Собранные приличные войска отправил поход и сделаю это самостоятельно. Через несколько ходов мы вернемся, посмотрим. Итак, через несколько ходов, а это 2 года, 4 хода получается, города взяты, экономика дает доход. И, теперь делаем обратное действие. Мы просим город Сегесту назад. Дипломатам требуем Сегесту. Предлагаем деньги, абстрактную сумму, потому что Сенат назовет свою цену в случае положительного решения. Вот он согласен дать город Сегесту нам, при этом хочет 4000 динариев за каждый ход, и так около 20 ходов. Пару лет мы потянем с такой суммой, такую дань, а дальше посмотрим. Мы соглашаемся, нам надо взять Сегесту назад. Город Сегеста под нашим управлением. Можно заложить дорогу, это потребуется. Войска интересные тут нам достались. Крестьяне, очень боевые ребята. 9 атака, 10 защита. Мы ими и повоюем. Пока выводим. Что мы получаем? Город Сегеста без гарнизона. Повышаем налоги. Делаем все для мятежа, который перейдет в бунт. После того, как бунт состоится, город Сегеста должен перейти к предыдущему владельцу, то есть фракции Сенат. И в этом случае автоматически Сенат
нам объявят войну. То, что мы хотели. В данном случае мы войны хотим. Осталось в других городах тут заложить необходимые юниты, потому что бои тут будут жаркие. Чтобы быстро захватить, нужно пополнить войска. Достаточно. Делаем конец хода и ожидаем мятежа. Это нам не интересно, интересно, интересно и здесь не интересно. И делаем еще один ход. Единственное, дипломаты нам потребуются. Шпионы тоже, но мы их строить не можем. Все, ждем конца хода. Мятеж, очень жаль, пока ничего не произошло, а должен был быть бунт. Хорошо, продолжаем дальше наши действия. Дипломаты. Шпион в Риме в надежде открыть ворота во время войны, а мы ожидаем войну. Наверное, ничего не делаем. Может, здесь. Все, нам нужны деньги. Мятеж. Да чего ж так долго? И ждем еще один ход. Ну вот, дождались. Гражданский бунт в Сегесте. Как и ожидали, город Сегеста перешел под фракцию Сенат. И уже написано в состоянии войны. Бунт. Предательство. Нас предали. Проступок. Мы плохие. Мы объявлены фракцией Сенат вне закона. Мы враги для него. И Брутов объявили вне закона. Также и Сципионов. Фракция Сената объявила их вне закона. Непонятно. А этих ребят-то за что? И здесь видно, Сенат разорвал союзы. Вот мы Юлий, мы врагами являемся с фракцией Сенат. Все, у нас война, мы можем воевать. То, чего мы добивались. Дальше дело техники, захватить Рим и разбить все эти войска. Конечно, страшно, трудно, но это уже, во-первых, это другая тема. Мы можем воевать и несколько ходов, за несколько ходов добиться своего. Ну, я вам покажу, как я, например, делаю. Здесь экспромты, я никогда не знаю, как пойдут дела войска. Ну, я думаю, вот это можно подкупить. Осаждаем Рим. Ворота открыты. Хорошо, ведем осаду, потому что нет уверенности, что возьмут. Хотя, может быть. Давайте попробуем. Победа. Вот факт. Рим взят. Смотрим.
266 год до нашей эры. Начинается с 70-го года. 4 года, 8 ходов. Рим уже принадлежит фракции Юлии. И теперь может строить хорошие войска. Для того, чтобы разобраться с остатками фракции Сенат, которые еще сильны. Ну, если мы хотим с ними играть, то придется, может потом подружиться, это уже выбор каждого. В нашем случае лучше их, конечно, добить и разбить. Так проще, чтобы их здесь не было. И второе, тут пропадут войска, которые очень сильные. Ну, например, пропадут триарии в составе их отрядов, пропадут принципы, останутся мятежники Гастаты. С ними еще легче будет управляться. Кстати, здесь где-то сидит засаженный отряд, спрятанный. Но мы не будем испытывать судьбу. Потом проверим его. Нас интересует быстрее город Сегеста. Взятие его. Делаем вылазку. Значит, в чем дело? Отсюда мы не достаем пешими отрядами с насколько взять город, поэтому будем брать наемниками, осаждать. Факт осады сделать надо. После этого можно и подтянуть другие войска. Ну пусть так будет. Теперь мы уже отправляем количество таранов. Ну, можно отсюда добавить. Но здесь мы лучше заблокируемся от противника, чтобы не пришли на помощь городу Сегест. Это уже технические подробности войны. Это другая тема. Но я продемонстрирую. Ну, давайте вот этим повоюем то, что нам досталось. Хотя, впрочем, уже много не надо. Так. Вот что нужно было. Да, я извиняюсь. Вот так сделать. А теперь так. Все. Все, делаем один ход. Вот они заблокированы фортом. Претензий к нашим городам у них нет. Они нас не атакуют. Войска видны. И я надеюсь, вот эти отряды сейчас гораздо уменьшатся. После взятия города Сегеста. Это нас не касается. Ничего не касается. Берем город Сегеста, последний оплот фракции Сенат. Все. С фракцией Сенат покончено. Вот факт. Фракция уничтожена. Это нам для скрина. Войска фракции Сенат превратились в мятежников, и теперь они не такие грозные. Триариев нет, принципов нет. Дальше с ними можно разобраться не спеша. Хороших полководцев перекупить, остальные сильные войска истощить боями. Ведь у нас вон какие есть монстры. Вот они. 9 атак, а 10 защита. Не знаю, с каким отрядом можно сравнить. Ну вот и все. Пока дальше битвы нет смысла, я думаю. Можно перекупить. О, здесь еще более ужасные монстры. Здесь будет весело. Но
давайте к итогу. Фракция Юлиев на начальном этапе, на 4-м игровом ходу, на 8-м ходу игры захватила город Рим, который теперь работает на фракцию Юлиев. И вместе с Римом будет теперь развивать экспансию, завоевывать, разбираться с галлами, которые тут немножко надоедали мне. Но это уже веселей. Ну а после реформы Мария здесь будут уникальные войска свои римские. Все рядом. Будет веселее играть. Ну вот я показал вам концепцию, не первый раз показываю, как начать войну с Сенатом и захватить город Рим. А сейчас я показал, как это практически мгновенно сделать, за 8 ходов или за 4 года. Играйте и выигрывайте. Всем удачи, до следующих роликов. И я не против подписок на канал. Скучаю без ваших подписок. Всем пока.